человечество разделилось на две каких-то лагеря, две системы. Я хочу знать, что будет, и ориентироваться в этом. А другая часть меня это не касается. У меня сейчас все хорошо в моем доме, в моей семье. И я не хочу слышать и нервничать, и знать, что там происходит в мире. Меня это не интересует. Я считаю, что позиция та и другая не совсем правильная. Я бы рекомендовала все же знать, что происходит в стране, в которой живет тот либо другой человек. Это не значит, что он будет выходить с плакатами, потому что свобода слова, и будет выступать против того либо другого правительства. Это значит, что человек умный, человек 21 века должен понимать, что происходит в его стране, как меняются условия в стране. Потому что при этой турбулентности, которая на сегодняшний день происходит в мире, даже политики не могут сразу сориентироваться, что происходит. Аналитики, политтехнологи, они не могут сразу взять вот это все. Поэтому на самом деле нужно смотреть, видеть, ориентироваться и делать самостоятельно анализ, что я могу сделать в той либо другой ситуации. По поводу того, в какой стране жить, в какой не жить, это сложный вопрос, потому что не все люди могут бросить все и уехать, если там нет горячей точки или нет красной зоны. Бросить и уехать. Не все люди могут, даже если живут в горячих точках, бросить пожилых, родных, близких, детей и уехать без работы, без денег, где жить, что кушать. Это очень серьезный вопрос, а беженцы все больше и больше появляются у нас на планете Земля, и всех беженцев не может накормить Германия, и всех беженцев не может взять Европа или Америка, или другие развитые страны. Поэтому нужно создавать условия мира и развития тех стран, где были горячие точки. Развитие и восстановление этих стран. Когда у людей появится работа, когда у людей появится нормальная жизнь, они не будут уезжать со своей страны, своей родины. Да, многие будут искать где-то больше зарплату или другие лучшие условия, но это единицы. Если можно создать в своей стране хорошие условия, люди не будут никуда ехать и не будут никуда бежать. По поводу тех людей, что моя хата с краю, я ничего не знаю, и меня это не интересует, это неправильная позиция, потому что мы живем в социуме. Мы не живем в монастыре каком-то, который отделился от мира. Мы живем в социуме, мы члены этого социума, и социум, хотим мы этого или нет, влияет на нас. Влияет на нас через СМИ, через работу, через зарплату, через то, что есть в магазинах, есть или нет. И это все социум, и мы частицы этого социума, потому что мы каждый что-то создаем в этом социуме. Уйти полностью от социума, заняться только саморазвитием или жить только в своей квартире или в своем доме и ничем не интересоваться, социум развернется так, что эти люди все равно попадут под прессинг тех ситуаций, в которых будет находиться та либо другая страна. Например, Европа, Америка, они очень много времени жили в зоне комфорта. И сейчас, когда появляться будет и уже появляется дискомфорт, люди не захотят терпеть этот дискомфорт и возможны волнения. Потому что когда человек живет в зоне комфорта, он не предвидит опасности, которая может быть через неправильно сказанное слово того либо другого политика, руководителя, соседа и так далее. На каждом уровне, каждый человек на своем уровне может сказать плохое слово и может развиваться негодование, агрессия, сосед с соседом, муж с женой,
потому что социум такой энергии начнет давить этих людей. Или руководитель предприятия и подчиненный, или руководители той либо другой страны. В период хаоса нельзя или очень тяжело найти ту истину, или, другими словами, бриллиант в стоге сена. Сколько нужно поработать, перебрать, чтобы найти ту истину или тот бриллиант. И в этом есть проблема. Я считаю, что каждый человек, если он живет в своей стране, в той либо другой стране, он должен знать, должен понимать, что происходит в его стране и что происходит вне, и уметь анализировать. Если человек научится анализировать, правильно анализировать, тогда социум все меньше и меньше будет давить на этого человека, негативный социум. Потому что рано или поздно вот эта волна шторма, она или турбулентности, она закончится, и будет тишина и спокойствие. Но это зависит от каждого из нас. Потому что если мы будем стабильны, не хаотичны, значит, чем больше таких людей будет, но они будут понимать, что происходит, и они не хотят войны, они не хотят ссор, они не хотят негативных эмоций и энергий, тогда энергетическая критическая масса региона, страны, деревни, территории, она будет более спокойная, и рано или поздно этот шторм прекратится. Но если люди будут развивать негодование, ненависть и агрессию, тогда шторм может только прекратиться очень жесткой вспышкой и военными конфликтами. Подумайте, нужно ли вам военные конфликты. Я бы предлагала всем нам быть более доброжелательными по отношению друг к другу и уважительными по отношению друг к другу. Я не говорю уже о том, что мы должны проявлять мудрость, потому что у каждого мудрость своя в зависимости от развития данного человека, от его культуры, от понимания жизни, от анализа, от многих других факторов, которые мы не учитываем сегодня. Надо переквалифицироваться в чем-то. Что я могу делать самостоятельно? Как я могу организовать свою работу? Над этим не только думать, а уже переучиваться. Потому что если мы не переучимся, что будет ждать тех людей, которые потеряют работу? После того, как они жили и потребляли только, набивали свои шкафы. Ну да, поезд еще по инерции идет. И мы еще не чувствуем той катастрофы, которая надвигается к нам. Но она есть. И надо смотреть правде в глаза. И кроме того, идет перераздел мира. Сфер влияния экономического, политического, борьба за ресурсы планеты. И каждый живущий на планете Земля человек должен понимать это.